Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. Продолжаем смотреть взломы телеканалов от моих друзей и коллег-блогеров Славы Мухина и Хазгеймплея 190. Сегодня мы с вами посмотрим их новые свежие взломы. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чаё с лимончиком и погнали! Будет очень интересно. Итак, думаю, по микрофону и веб-камере вы уже поняли, что наконец-таки произошло долгожданное событие, которого я сам ждал очень и очень долго, а именно восстановление компьютера. Ну, точнее, жесткого диска. Жесткий диск шел ко мне примерно 4-5 дней, и наконец-то он приехал, и как вы уже можете лицезреть на экране, уже снимается для вас классный ролик. Итак, переходим к теме видео. Первый взлом у нас это взлом телеканала Бибигон от 16 октября 2023 года. В скобках написано «Супер угар». Длится он 39 минут 27 секунд. Я, кстати, давно не смотрел во взлома от Славы Мухина в такой длительности. Ну, разве что последний был это, по-моему, 40 с чем-то минут. Слава, если я ошибусь, обязательно подправь, так как я могу забыть. У меня такое случается, такое бывает. Ничего страшного. Я в любой момент могу свои ролики пересмотреть и уже сам даже найти ответ. Ну да ладно, давайте уже переходить все-таки к просмотру данного взлома. Я хочу вам пожелать приятного просмотра, хорошего настроения, море позитива на весь день. Берите с собой чай. Я вот приготовился, взял с собой очень и очень вкусный чай. Чай простой. Я любитель простого чая, чем с сахаром. Это я раньше любил чай с сахаром постоянно пить, а сейчас люблю больше простой чай. Берите с собой чай, вкусняшки, печеньки, бутерброды, чай, воду, лимонад, чипсы, колу. Вот все, что вы пожелаете. И погнали смотреть этот замечательный взлом. Погнали, дорогие друзья. Приятного вам просмотра угарного контента. Поехали. Смотреть видеоролики от наших подписчиков. Понеслась. Ровно день назад я выпустил видео, третью часть. Мой старый ролик. Я вижу сейчас. Это ролик сентября 2021 года. Я тогда записывал реакцию на видеоролики, которые присылали вы, подписчики и зрители, в комментарии под роликами. На соответствующую тему, естественно. И я, кстати, спешу вам сразу сказать то, что я в ближайшее время, реально, как только подастся время, то есть будет свободное время, я сяду и засниму вам долгожданную тоже следующую часть видеороликов от подписчиков. Если вдруг вы забыли что-то прислать до следующего выпуска, присылайте в комментарии смелее. Самое главное помните, что если ваш ролик в ту часть не попадет, то значит он не был взят мною по каким-то причинам. Ну, мало ли, вдруг могут же быть вопросы, типа, почему я там не взял какой-то определенный ролик. Разные критерии есть. Например, мультики я не беру, потому что это нарушение авторского права будет у меня на канале. То есть мне будут обязательно кидать или страйки, либо контент ID заявки присылать. Я по прошлому опыту уже знаю. Я думаю, вы уже соскучились по фразе по прошлому опыту. Ну, давайте смотреть дальше. У нас виднеются помехи сейчас на экране. Какой же красивый, кстати, логотип Бибигона. Он меня автоматически перемещает в 2000-е года. Это 2006-2009 год. Я в этот период очень сильно смотрел Бибигон, а также смотрел, естественно, канал под названием Теленяня. Если кто-то, наверное, из вас даже помнит такой телеканал, вот. Только единственное, очень мало на него взломов делаются. В крипе-жанре тем более делают взломов очень мало. Самый известный взлом, ну раз уж уже пошло упоминание о взломах, то можно вспомнить взлом Арсения 206. Олда Арсения 206, наверное, тоже здесь. Многие его тоже прекрасно знают. По, естественно, крипе взломам вы всегда и предлагаете его взломы. Естественно, по возможности. Ладно, давайте продолжим, а то что-то я решил тут
немного отвлечься. Давайте все-таки продолжим, дабы ролик сильно не затягивал. Часть проекта реакции. Видео от подписчиков. Какая же ностальгия. Вот скажу еще раз, это прям ностальгия, вот. У меня такая же панель. Вот задач внизу вот это, программы почти все те же самые, только некоторые из них уже как бы у меня отсутствуют, потому что я ими просто не пользуюсь сейчас. Они мне сейчас не нужны. Номер 3. И еще хотел сказать, что интерфейс Ютуба был на тот момент квадратный. Кнопки были с квадратными острыми углами. Вот. И страница канала совсем по-другому выглядела тогда, в 2021, но это с самого, по-моему, начала развития YouTube. И уже только потом YouTube поменял дизайн. Скажу от себя, мне дизайн YouTube на данный момент нравится. Правда, на странице канала почему-то, правда, аватар сделали большим, и шрифт немножко сделали большим. Ну не знаю, не знаю. Для меня это не сильно критично. 159 просмотров за один день. И в комментарии под этим же роликом Помехи. Старая добрая настроечная таблица. Старая добрая. Я кстати, вот вижу то, что нету у настольной таблицы обычно в начале белый цвет, а вот здесь черный цвет, но там только был красный. Кстати, я хотел, кстати, на паузу нажать, но почему-то при нажатии пробел пауза не срабатывает. Такое, кстати, бывает. Не знаю почему. Ну да ладно. Привет, я взломал карусель. Сначала традиция, а потом и остальное. Ну, погнали, ребята, смотреть угарный контент. Я уверен, что здесь есть угарный контент. А в скобочках супер угар говорит само за себя. Поехали. Ожидание сообщения правительства. Табличка, которую сделал один пользователь Ютуба еще в далеком 2013 году. С того момента прошло даже лет 10. Кстати, это прям неожиданно и приятно. Говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации. Все телевещательные станции и кабельные системы должны передавать это экстренное оповещение. Эта табличка, кстати, реально классика многих взломов. И большинство взломов начинаются именно с нее. Или содержат эту самую табличку. Эта телестанция прервала обычное вещание по приказу от президента России для оповещения. Используй службу экстренного оповещения. Я, кстати, хотел кое-что вспомнить. Вкратце, я в одной из реакций, даже в двух последних роликах, я умудрился в конце настроечную таблицу спутать с табличкой ожидания сообщения правительства. Я раньше не путал их, а сейчас что-то путаю. Ну, сейчас-то я точно не перепутал. Мгм. Оповещение Российской Федерации. ВО время экстренных мероприятий. О, какая красота! О, какая красота! Кто-нибудь ожидал увидеть вида? Я ожидал увидеть. Нормально, нормально. Давайте посмотрим рекламы по традиции. Не будем нарушать традиции, погнали. Наверное, там много ягод. Реклама растишки. Начинаем с растишки. Бежим! Поехали. Ха-ха! Ни одной ягоды. А у меня есть волшебная дудочка! Малина, черника, ежевика, земляника. Давайте готовить растишку! Давайте. Попробуйте! Как вкусно. Кстати, по теленяне и самому Бибигону эту рекламу, ну, правда, не эту версию рекламы, а, скажем так, оригинальную чистую версию постоянно показывали. Именно в нулевые годы. И, по-моему, в 2010-х она тоже активно прожилась, но, по-моему, с середины уже что-то ее показывать перестали. А можно еще? Нет, маленькая жирная жопа! Отлично, отлично. Начало положено. Это тот самый случай, когда ты ждешь новый взлом от Славы или Ярослава,
и ты все равно хочешь пересматривать их взломы и заново смеяться над рекламами. Не знаю почему, но они уже давно существуют, они уже как мем даже можно использовать. Но хотя больше как реклама. О, старый добрый миф. Новый миф. Майдадыр, не надо, дядя! Ай, ладно, все равно не успел. Морозная свежесть. Зимой и летом мечтают об этом. Я всегда угорал с этой рекламой мифа, всегда, потому что она какая-то особенная. Итак, реклама 1980-х годов. Kinder. Не удивляйтесь, почему у этой рекламы качество такое, это не забывайте, 1980-е года. Видеотехника была тогда, на тот момент, не такой, как и сейчас. Имейте, пожалуйста, это в виду. О, кстати, видите, картинка, ну, скажем так, немножко прыгает на экране. Это эффект можно увидеть на кассете. Когда на кассете ты смотришь, там записаны эфир с ТВ-тюнера или там, ну, допустим, на кассеты же раньше много что тоже записывали. Диски-то появились потом, как раз, по-моему, в середине 90-х, если мне память не изменяет. Вот, на кассете, когда вы смотрели, вы могли заметить такой эффект, то, что изображение может подпрыгивать. И, к сожалению, такое было. Но это не влияло никак на качество изображения. Но это я так, чисто к информации. Тот самый случай, когда ты в этой рекламе понял только слово «грабли». Все, больше ты ничего не мог понять. И то самое чувство, когда ты только сейчас заметил это, а в детстве ты этого не замечал. В Каре открылся новый магазин Панда! Панда собственной персоной. Еще одна известная реклама из 90-х. У меня, конечно, очень маленькая зарплата, но я все равно пойду туда и куплю себе апельсины, бананы, абрикосы, кокосы, лимоны, яблоки, виноград. Все это в магазине Панда. 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 Видите, уже в голове вот это слово панда уже у меня сидит. Уже активно причем сидит. Панда. 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 А вот формат 4:3 он меня точно в детство перемещает. 4:3 тогда было очень популярно. Теперь Рональд Макдональд. Сначала реклама, а потом и ремикс. Но, кстати, по-моему, нет, такого ни разу, по-моему, на канале у меня не было, чтобы Рональд Макдональд был дважды. Сначала реклама, потом ремикс. А может и было, я могу ошибаться. Потому что, наверное, скорее всего, чуть-чуть подзабыл об этом. Ну, поехали. Что ж, погнали. Выпьем чайку. Я не знаю, почему я всегда жгу под музыку этой рекламы, но она немножко похожа на как бы песню, ну, мелодию
На ремикс даже чуть-чуть похоже. Ну, это по моему мнению. Ну, хотя некоторые отсылки к ремиксу тоже есть. Но ремикс как бы будет повеселее. Но и оригинальная мелодия ничего. Особенно сейчас надо вспомнить комментарий Ярослава, типа, раньше Артем учился танцам от ботаника, а теперь от Рональда. Надо, кстати, на монтаже не забыть реально вставить это сообщение, я реально покажу его, почему бы и нет. Нет, тем более я так никогда не делал на своем канале. Поэтому, почему бы и нет? Тайский. Во, видите, он говорит тайский. Вот это четко слышно. Тайский. Господи. Это уже какой-то новый язык. Аж весело мне стало. О, пошло, что поехало. Во, видите, вот сразу с лёта, с ремикса начинаем. Отлично. А точнее продолжаем. Все, Артем пошел выше своей рубрики. Артем Пейн флексит. Отлично. Теперь мой любимый бит.
построение личности у клоуна, кстати. Погнали! Да, погнали! Я аж это подустал сильно флексить, поэтому просто давайте послушаем, я передохну. Я прям представляю свою реакцию на вот эти вот движения, которые я повторял. Я прям буду сейчас самого себя сидеть и угорать немножко. Я аж в голове уже эту картинку представил. Ну, в смысле, ну, 2005 год. Эта реклама, походу, вышла в 2005 году. Вот здесь указано это на, вот, на копирайте. Вот. Копирайт 2005 год. Так прикольно он двигается, кстати. Красота! Ух, прям красота! Далее Пега. Это я вовремя, кстати, кнопку паузы нажал. Мгм. Это у нас... я даже прослушал. Это... Bosch, что ли? Вроде да. Используйте полотенце, чтобы не обжечься! Также Пега обжегся полотенцем. Мгм. Нарежем овощи! Кстати, я вот хочу обратить внимание на часы. На часы хочу обратить внимание. Вот, на часах нету стрелок. Вообще. Никаких нету стрелок. Вам не кажется, что это какие-то магические часы, которые, ну, могут без стрелок вам время показывать, нет? Ай, блядь, по яйцам. Пега, надо как-то поаккуратнее кидать подобные вещи как-то. Это, кстати, мое лицо, когда ты, ну, что тут можно интересно придумать? Ну, когда... Не, я не знаю, что придумать. Если вы сможете придумать что-то, вот, типа мем, дайте об этом знать. Картошка, что, поприседать, что ли, блядь? Советую.
Это, кстати, самая удобная овощерезка. То есть, ой, я случайно навел курсор на поле прокрутки. Я извиняюсь, я хотел просто курсором показать овощерезку. Очень она удобная, прям, очень удобная. Положил туда овощи, нажал и все. Вот так. Овощи порезаны. Ну вот только с картошкой это можешь не прокатить, потому что картошка как бы больше этой машинки. Ого! Добавляем Правильно, дверцы холодильника нужно придавить овощи. Они так придавливаются. Просто шедеврально. Тьфу ты! Шедевром становится в общем. колбасы. Правильно, зачем резать колбасу? Ну, взял дверцу холодильника, проскользнулся на колбасе и вуаля, колбаса уже нарезана. Все, пользуйтесь этим лайфхаком. В скобочках по скрипту. Будьте аккуратны. Добавляем квас по вкусу. Так. Так. Вот квас. Еще второй квас должен быть. Выбираем, чем открыть. Гениально. Ну это же шедевр. Зелень по вкусу. Подождите, это же окрошка. Ой, я перепутал. Я теперь начал путать рецепт окрошки с борщом. Красавчик, Артем. Просто красавчик. Ну, бывает. Ну, с кем не бывает. У-ля-ля. Попробуешь? Давай, попробуем. Перегазированный. Пега, к сожалению, это так. Вот, я, кстати, еще раз покажу часы. Вот, видите, нету стрелок. Как они ходят, мне интересно. Мне прям стало интересно. Сварим овощи. О, вот это оливье уже пошло, погнали. Кстати, так оливье захотелось. Почему я не... Извиняюсь за такую паузу неожиданную. Почему я удивляюсь тому, что на часах у Пеги нету стрелок? Интересно. Режем кубиками. Ну где? Вот она, та самая овощерезка. Ура! Она снова с нами. Только боюсь, она поломается. Прям сказал. Так. О, правильный метод, правильно. Так. Ой, аж все летит. Смотрите, он сам чуть не поскользнулся. Вот, дверца ящика уже умудрилась улететь вниз. Аккуратно мешайте салат, чтобы не помять кубики. Правильно. Мешайте аккуратно, правильно. Так же, Пега. Добавим нежный горошек. Так. Так. О, вот идет тяжелая артиллерия. Момент. Банка не открылась. Аж оператор там сзади смеется. Так. Добавим майонез. Открывай уже! Так. Блять, что-то не хватает. Действительно, что-то не хватает, кстати. Я тут что-то подозреваю, что чего-то реально не хватает. Может, колбасы? Точно. Что, блять? А мне аж реакция ему понравилась. Ну это гений! Ну это гений просто! Я не могу это по-другому сказать. Это гений!
колбасу прямо в оливье. Вот прямо не надкрыл, не нарезал, а прямо положил в оливье. Это же гений просто! Это шедевр! Это гениально! У-ля-ля. А его реакция говорит уже то же самое, что и я. И вправду гораздо. Запеканка на пару. И Давайте для этого дальше. нам понадобится пароварка, бананы, творог или творог. Творожок. Творожок, пудра. Нарежем бананы и вырежем с них внутренности. Погнали. Дело мастера вошло в чат. Всегда держите рабочее место в чистоте. Согласен. Я согласен с Пегой на 100%. Добавляем творог. Мне нравится, как он кулаком тесто мешает. Добавляем пудру, но перед тем, как добавить, протестируем ее на качество. Обязательно. Это важно. Морозная свежесть. Теперь можно новый мем придумать. Вот вставить отрезок из ролика Пеги и обязательно в звуковой дорожке добавить ту самую фразу «Морозная свежесть» из рекламы мифа. Это новый миф выйдет. 2.0. Пользуйтесь. Не благодарите. А есть еще пудра? Обойдешься. Я так сказал? Типа обойдешься и все, по фактам просто сказал. Можно и без нее. Зашпаклюем кожуру смесью. Ставим на 30 минут. Че, пока ждем коронку, может, сделаешь? Ты уверен? Я уверен лично. Ну да. Ну и что? Встречайте, новая коронка от Пеги. Встречайте. Что это было? В смысле? Я имел в виду фразу «уля-ля». Ну не расстраивайся, бывает. Ну тогда уля-ля, блядь! Так, вроде готово. Шикарное сейчас у тебя состояние, я смотрю. Ну а теперь Рид ТП. Итак, переходим к следующей интересной части Рид ТП. Ну, погнали! Галилео! В эфире самая реактивная среди сасных и самая... В эфире самая из самых сасных рубрик программы Галилео. Рубрика программы Галилео, которая называется «Эксперименты». Эксперименты. Собственно говоря, это бутылка. С одной стороны у нее замочек. Замочек подсоединяется сюда, а здесь обыкновенный сос от велосипеда. Самое сасное, что у этой системы есть установка в виде беспроводного, ну так скажем, почти беспроводного управления. На основе беспроводного управления, точнее почти беспроводного управления. Гениально.
Раз, 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 раз. А теперь... Это так смешно сейчас было, типа, как в песне есть же, типа, раз, 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 раз. Надо поле притоптать. Ладно. Запускаем. Раз, два, три. Погнали! Ой, мама пришла. Я спросил вас аккуратно сейчас пометить то место, докуда долетела бутылка на ваших экранах с помощью несмываемого фломастера. Я, блядь, сейчас дам, блядь. В эфире самое... Вот если вы, например, в огороде повалили дерево, оно вам не нужно. Что с ним делать нужно? Правильно, Лучше я сделаю Ну, правильно, действительно, правильно, все по фактам сказано. вот так. Я сейчас вот эту штуку насыплю сюда. И ее отдельно подожгу просто зажигалкой. Я же все-таки канал. Сейчас я позвоню кое-кому, я сейчас ему все скажу. Погнали. Леша, здравствуй. Значит, твой опыт, знаешь что? И ты вместе с ним. Хотя я сейчас в эфире не могу говорить. Ладно, я тебе смс-кой пришлю, короче, все в подробностях. Пока. Написано, генеральный директор СТС Меди... Я, как взрыватель с опытом, смотреть на это буду. Потому что это страшно и Но ты опытный взрыватель, это так и есть. ужасно. А вы не смотрите, засядьте в свой любимый, что? Правильно, окоп. А почему нам смотреть не надо? Ну, хотя мы это уже видели где-то и когда-то. Ну да ладно. В эфире самая конструктивная, технологичная, взрывающаяся сегодня ракетная, активная, сельскохозяйственная, зажигательная. хуйня. Друзья, скажу вам Разная нарезка слов. Типа. честно, что и наши ребята, и сами джедаи дрались не на мечах, а на обыкновенных... Значит, для этого Смешно, действительно. возьмем шлем, плащ, меч, скидка 8000 евро. Чтобы активировать меч, аккуратно Хорошая скидка. в розетку включаем вилку. И смотрим, чтобы здесь у нас не было оголенных проводов, иначе этот бой может оказаться для вас последним. Ну что? Ага. Не, нихуя. Этот меч, кстати, фантастически прочный. Ну да, точно. Он самый прочный меч в мире. Да. И не повторяйте это в гараже. Повторяйте это дома. Договорились. Сделать домашнюю картофельную пюрешечку. Например, поехать на дачу и накопать картошки. А если нет картошки, нужно поехать в магазин и там накопать дачу. Так, поехали. Это а это Евгений. Он решил полакомиться любимым блюдом не из кастрюли, а из стаканчика. Что-то не похоже на картошку. Что там первое по списку? Грязь. Вот и она. Мощный поток воды смывает прилипшую картошку. Вы любите пить ПВА? Чего? Смесь Это же клей ПВА. машинного масла гуаши и скипидара? Чокнутый, сука, не... Тоже нет. Зря. Между прочим, это регулярно вам рекламируют. Правда, ПВА выступает в роли молока, в роли шоколада. Ну, в общем, я о чем? Ролик рекламный снимается несколько часов. И за это время ни один нормальный продукт свежий не выживет. Поэтому применяют всякие заменители. Об этом, кстати, наш сюжет. Но мы, как программа честная, покажем вам, что происходит с зеленью, которая несколько часов снималась в честном рекламном ролике. Что Хорошо. это, блядь, вообще такое? Открывал. Процесс съемки рекламы практически ничем не отличается от съемок кино. Это пиздец. Тот же реквизит, Привет, Дима Куплинов, привет. камеры, актеры.
Правда, в отличие от кино, здесь в кадре все должно быть нереально красиво. Да ладно. Кофе здесь всегда самый ароматный кофе. Ну это просто постная хуйня какая-то, блядь. Давайте по новой, поехали. В эфире самая вакуумная среди звуковых и самая звуковая среди вакуумных рубрик программы «Галилео», которая называется «Эксперименты». Да ладно. Да ну. Друзья, есть в кинематографе такая должность – научный консультант. В чем его задача? Он смотрит какую-нибудь киношечку и говорит: да, похоже на правду. В жизни такое вполне может быть. Но это не точно. Так вот, самые страшные сон Правильно Big Russian Boss говорит. Правильно он только что сказал. Он прям по факту сказал. этих вот научных консультантов – это то, когда они смотрят фильм «Звездные войны». Потому что там шикарные по красоте взрывы еще и дополняются мощным звуком 5.1. Ну да, точно, так и есть. Это так и есть. А научный консультант знает, что никакого звука в вакууме нет. Потому что, собственно, ему негде распространяться. Потому что звук – это распространение волн в среде. Если нет среды, то и нету звука. Собственно, это мы вам и хотим показать. Ну, конечно, вакуума мы не получим, но хорошо разряженный воздух можем достать. Именно для этого я сюда и принес вот эту свою любимую колбу. Это моя любимая трубка, которая подключена к моему любимому компрессору, который сейчас находится в 20 километрах отсюда, чтобы мы его не сильно слышали. Он просто очень... О, в 20 километрах? Нормально. Там провод, наверное, такой длинный. Грохочет. Итак, вот, кстати, мой любимый с детства будильник. Звенит очень хорошо. Сначала периодически, а потом постоянно. Да. Это выглядело забавно, конечно. Я сейчас, у меня мозг пытается понять, что произошло. Реально, что произошло-то? Да я уже понял. 20 лет не могу привыкнуть. Итак, друзья, исходное состояние. Включаем будильник. В чем же ваша квартира может быть испачкана? Сейчас узнаем. Ну-ка, продемонстрируйте нам это. Да нет. В эфире... Да нет. Да нет. Нет, это прикол, что ли? Нет, подождите. Это прикол? Это сейчас прикол, да? Это снова он. Наш один из самых известных мемов моего канала. Тетраборат натрия в глицерине. Да ладно. Слава, ты как всегда удивляешь меня. Ну, всегда ты меня удивляешь этим РТП. Вот всегда. Ты его так маскируешь, что я никогда не догадаюсь, что это он. Я догадываюсь только потом, когда я его увижу. Слава, это просто классно. Это я так сказал, чисто по приколу. Вот это, сасно. Чисто по приказу. Ой, стоп, все, Артем, все, сосредоточься, по приколу, то есть. Микрорубрика с микросодержанием, которая называется «Мет». Отличная рубрика. Сегодня самый полезный выпуск у нас, друзья. Сразу говорю, извините, дорогие родители, если ваша квартира после сегодняшнего выпуска превратится... Здесь замыкание произошло, это нормально. Точнее, ваша квартира останется квартирой, но она будет вся испачкана... тетраборатом натрия в глицерине, тетраборатом в глицерине, натрия в глицерине, ваша квартира в глицерине, в глицерине и еще некоторыми компонентами нового для нас пока еще соединения. Вот у меня в руках тетраборат натрия в глицерине. Ну, наверняка уже многие дети ее купили и балуются с ней, да? То есть, с одной стороны, это мячик. Видите, прыгает, замечательно. Куда ты? Да что ж такое-то? Мама! Мяч решил самоликвидироваться. Чуть не убежал. Не, я его поймал. Вот мячик, видите, прыгает. А с другой стороны, тетраборатом натрия в глицерине.
тонущаяся такая субстанция. Очень звук прикольный. А если мы ее соберем, то опять будет тетрабаратом натрия. А почему? А потому что это... Галилео. В общем, эта штука стоит довольно дорого. И мы сегодня с вами... И самое важное, мы можем ее сделать в неограниченном объеме. Итак, друзья, нам сегодня для этого понадобится клей ПВА в глицерине. Одна штука. Зеленка обыкновенная. В глицерине? И самый главный компонент продается в аптеке без рецепта, стоит в районе 10 рублей. Натрия тетрабарат в глицерине. А теперь начинаем замес в глицерине. Далее кастом рекламы. Кастомные рекламы. Отлично. Итак, очень жду эти кастомные рекламы. Ну что ж, поехали. Кастомная реклама это топ. Итак, у нас сегодня реклама на... Так, забыл, блин, что это за телеканал-то такой, а? Это, по-моему, Яблоко, если я не ошибаюсь. Это, наверное, телеканал этот... Блин, а как этот телеканал называется? Действительно, как он называется? Хороший вопрос. Огурец, что ли? Фу, какой огурец? Огурец, блин. Какой огурец? Так. Перец! Это же перец! Что это за телеканал-то, а? Так, никак не могу, блин, вспомнить. Наверное, этот помидор... Фу, какой помидор? Да, Слава, ты мою мысль только что прочитал. Помидор, блин. Блин, Бибигон, все, точно. Фух, справились мы с тобой, Слава, и с этой задачей мы правильно с тобой назвали телеканал. Бибигон. Мы справились. Достижение получено. Назвать Бибигон правильно. Бибигон. Какие огурцы, блин, ладно. В общем, у нас сегодня реклама на Бибигоне. И Поехали. мы продаем вот такую сахарницу. Замечательная сахарница. Кстати, подождите, вы только пока Агнии не говорите, пожалуйста, об этой сахарнице, потому что вы сами понимаете, что будет с ней. Вы это и так прекрасно без меня знаете. Что эта сахарница избила предыдущую сахарницу, которая... Там что, был турнир по бою с сахарницами? Итак, у нас на ринге сегодня сражаются две сахарницы. Металлическая и пластиковая. Какая сахарница сегодня будет сильнее, вы узнаете прямо сейчас. Придавила пачку сухариков, я думаю, вы... Ого! Вот это достойный соперник, я смотрю. Помните эту рекламу? Это очень давно, конечно, было, но... Да, это было давно. Это точно. Но все же... И вот, эта сахарница за что избила ту сахарницу, я, честно говоря, не знаю. Может, за пачку сухариков, хотя вряд ли. И, в общем... Слава, у тебя, кстати, на столе скатерть очень красивая, мне аж нравится. В эту сахарницу можно положить 1 миллиард килограммов сахара. Ничего себе! Целый 1 миллиард килограмм сахара можешь положить? Нормально, не густо, не густо. Представляете себе, она вроде выглядит очень маленькая, но в нее можно положить 1 миллиард. Так что если вы на вид видите эту сахарницу, кладите 1 миллиард сахара туда, и ничего не изменится. Она останется такой же. Просто там 1 миллиард сахара будет, у вас запас не будет заканчиваться. Ну, по крайней мере, на очень долго. Сахара. 1 миллиард килограммов сахара. И стоит такая сахарница всего лишь 50 миллиардов долларов. О-хо-хо-хо! Отлично, отлично! Какая же 1 миллиард сахара туда подмещается? Ценник обоснованный. А доставка будет 100 миллиардов долларов. Действительно. Если хотите доставку, 100 миллиардов платите, а напрямую 50 миллиардов. Гениальный ценник. Вот так вот. Кто хочет такую сахарницу себе, покупайте. Я думаю, 1 миллиард килограммов сахара вам точно лишним не будут. Ну, а сейчас там всего лишь граммов, так, может, 100 есть, но это ничего страшного. Вы... Ничего страшного, действительно. Слава говорит годные вещи. Можете насыпать 1 миллиард килограммов спокойно. В общем, вот такая вот сахарница. Красота. Если вы хотите
пачку сухариков, то эта сахарница ту пачку, кстати, выкинула как раз таки. Сахарница, ну чё ты пожадничала, а, сухарики? Сейчас обязательно кто-нибудь сделает из этого цитату от меня, наверное. Сахарница. Зачем ты... Ну ладно, я уже забыл, блин, как сказал. Надо будет на записи пересмотреть, как я сказал. И эта сахарница у нас от компании Сатан 666. О! Если компания Сатан 666 разрабатывает качественную продукцию, то она будет всегда 100% годнотой. Проверено. Вот так вот. В принципе, вот такая вот сахарница. И еще она испачкана в чем? Правильно, в тетрабаратом натрия в глицерине. Вот и- Совершенно верно. Если видите вы продукцию этой компании, которая испачкана в тетрабарате натрия в глицерине, это коллаборация Сатана 666 и тетрабарат натрия в глицерине Production. Вот так. и Вот всё. такая коллаб. В общем, покупайте вот такую сахарницу, миллиард килограммов соли, точно... Фу, блин, каких соли? Сахара точно лишним не будет. Ну, кстати, да, лучше, да, соль и сахар иногда, если ты в спешке готовишь, можно и перепутать. Но такое редко бывает. Уже перепутал, ну да ладно, бывает. В общем, вот так вот. Итак, сегодня у нас снова реклама на Бибигоне и продаем вот такую соль. О, теперь и соль пошла. Отлично, погнали. Соль называется... соль называется фигня какая-то. А, точно. Это, конечно, шедевр. Тетрабарат натрия в глицерине, вот название соли. Точно. И компания Сатана 666. Они очень часто в коллаборации идут. В общем, что это такая за соль? Да. Она очень невкусная. Естественно, для врагов. Для друзей она самая вкусная в мире. Итак, Да, давайте честно. Я очень люблю овощи, когда они посоленные. Особенно помидоры красные. Я прям люблю. что будет, если ее съедят наши друзья? Ну, естественно, ее нельзя просто так есть. Я имею в виду Естественно. там, если ее съесть там где-нибудь в супе или еще где-нибудь, добавить ее. В общем, что произойдет? Для друзей все будет хорошо. А именно, друзья, короче, будут выигрывать, во-первых, в игре. Всегда. Так, отличный плюс. В любой, хоть даже в покере, там, я не знаю, $1 миллиард выигрывать за 1 секунду. Вот так вот. Я думаю, суть вы поняли. Ну а для врагов, чем она такая опасная? Если вы дадите ее врагам, то... Подожди, вот, кстати, хочу кое-что обратить внимание. Если, кстати, посмотреть вот здесь, если сейчас поставить букву П английскую, то там будет слово РИТП. Представляете, вот здесь последнюю букву поставить, именно вот здесь. РИТП получится. Нормально. Во-первых, они вообще только все бабки сольют в покере и уровни во всяких Cat Mario, Geometry Dash и так далее. Да. Потом от всего лишь одной такой крупинки, от одной солинки, или как это там называется, фиг пойми, короче. В общем, от одной такой штуки понос будет 10 часов. А если вы будете, естественно, в суп, вы по-любому закинете гораздо больше, чем одна. Поэтому он там может хоть пару дней быть. Вот так вот. В общем, покупайте такую соль, а стоит она всего лишь по-разному, кстати. Для друзей 5 рублей, а для врагов, конечно же, 100 тысяч квадриллионов долларов. Вот так вот. Нормально. В общем, вот такая вот соль. Думаю, вам точно понравится. Особенно выигрывать. Эта соль, конечно же, спонсирована вроде на компанией заднем плане... ООО «Авалар». Вроде на заднем плане, кстати, этот
легендарный чехол вроде. Или это, по-моему, планшет. Просто мне показалось, что здесь именно чехол легендарный. Тот И самый. испачкана в тетраборате натрия в глицерине. Хотя она и называется тетраборат О чём натрия я- в глицерине. О чем я и сказал. Почему-то я с клавиатуры пробел нажимаю, но на паузу ролик не ставится. Просто не хочется перебивать, когда говорят. А почему-то клавиатура подставляет меня. Ну, с кем не бывает, ничего страшного. Получается, Не кричи. ну, вы все поняли. Конечно, всё Думаю, тут понятно. В общем, покупайте вот такую соль. Я думаю, она точно вам понравится. Очень полезная. Для врагов, конечно, нет, но для друзей точно полезная. Это самый главный ее плюс. И снова у нас реклама на... Блин, я только вот буквально пару рекламочек про что-то там делал и забыл уже, как этот телеканал называется. Так, надо вспомнить. Так, это что, Россия 24? Фу, блин, какая Россия 24? А, блин, Бибигон, фу ты, блин. Я только... Как я забыл, блин, ладно. О, В общем, картофельные чипсы? Я что-то чипсов захотел. Слава, спасибо тебе за мотивацию на чипсы. Обязательно надо будет чипсы покушать. Я их не кушал уже, ну, как бы давно, у достаточно. нас сегодня вот такие чипсы. Картофельные пластинки. Пластинки. То есть это не обычные картофельные чипсы, а пластинки. Вы их можете даже в граммофон сувать. Понятно? Пластинки... То есть эти пластинки еще и то есть на них еще и музыка записана? Нормальные чипсы. Причем картофельные. Пластинки. Можно в граммофон. Слушайте музыку с помощью картофельных чипсов. В Забавно. граммофон суют. Ну, в общем... Вот и особенность этих чипсов. Вы можете написать на ней песенку и поставить в граммофон. Если же у вас нет граммофона, можете в компьютерный дисковод засунуть. Хотя... Но это обычно не рекомендуется, потому что иначе может потом беда произойти. Лучше, ну, это... Не, это, конечно, прикол, я естественно, это понимаю. Я просто имею в виду, что если кто-то на полном серьезе там воспринимает это, конечно, никто делать не будет. Это просто прикол. Эта информация была для тех, кто, ну, скажем так, слишком всерьез может сейчас это воспринять. Хотя я уверен, что все прекрасно понимают, что это прикол. Я в этом уверен. Вряд ли он туда влезет, потому что все-таки пластинки, они большие. Ну, кстати, да, Слава правильно сказал, потому что пластинка, она больше самого диска. Правильно, Слава. И тут со вкусом красной икры. Пластинка. Кстати, Лейс, по-моему, есть красной икрой. Надо реально взять Лейс с красной икрой и попробовать. Это вообще вкуснота. Получается, в граммофоне вам будет играться песня про красную икру. Но это можно изменить. Написать там что-нибудь, и будет ваша песня собственная. Поэтому вот такие чипсы. Естественно. Так, что-то мышка у меня бывает. На 5 минут отключаю. Можете их есть, а можете в граммофон сувать. Или... Кстати, вот она, та самая мышка. Я сейчас ее покажу вам. Вот этой мышкой я сейчас ныне и пользуюсь. Вместо вот этой проводной. Вот, я ее коробку, кстати, показывал как-то в одной из предыдущих реакций. Да, я показывал коробку с этой мышкой. Вот теперь показываю эту мышку вживую. Вот она, беспроводная. Ryzen Basilisk X Hyper Speed. Здесь 16 тысяч DPI. У меня конфигурация 3600 DPI, и мышка вообще классная. Она даже в играх лучше, чем моя-то проводная. Или врагам куда-нибудь в задницу засунуть. В общем, так вот. Это шедевр. Стоят такие чипсики по-разному. Для друзей 0 рублей бесплатно. О, крутяк. Можно бесплатно чипсы поесть. Уря. В общем, для врагов бесконечность денег. Зато враги вряд ли почуют тот самый вкус красной икры. А мы почуем. Думаю, это понятно. Естественно. В общем,
Покупайте такие чипсы, я думаю, вам точно понравится. Вы точно вспомните ностальгию, как вы когда-то слушали граммофон, если у кого-то он был. Ну, ну граммофон, я вот скажу сразу, у меня граммофона не было, потому что граммофон, он был вообще давно, это даже не 90-е, это еще позже граммофон был, потому что на пластинках музыку перестали издавать после появления кассет, а это, по-моему, как раз были 70-е. А может быть, еще даже раньше. В общем, у меня граммофона не было, у многих, наверное, вряд ли. Ну, хотя у родителей, ваших родителей, наверное, было. Был граммофон. Вот был, 100%. Или патефон, или что там, как эта фигня называется, в Не, общем. граммофон это граммофон и есть. Вроде граммофон, вроде жопофон какой-то. В общем, как... Это шедевр. Уже говорю в 4-й раз. Это так. Покупайте вот такие чипсы, я думаю, вам понравится. Кстати, они невкусные, поэтому лучше их использовать для граммофона. Хотя, может, они должны настояться, но я не знаю. В общем, вот такие чипсы покупайте. Обязательно. Итак, сегодня у нас реклама. О, уже 4-я по счету, уря. На Бибигоне, все, не надо забывать, не надо забывать. И сегодня мы продаем вот такую игровую мышь. Сразу видно, игровая мышка. Ryzen, у тебя, посмотри, у тебя появился прямой конкурент. Имей это в виду. У Ryzen прямой конкурент. В скобочках утка. Вот такую вот игровую мышь, или не игровую, фиг знает. В общем, вот такую мышь. И чем она так особенна? Ну-ка. Она особенна тем, что, в общем, для врагов она особенна тем, что они попытаются на ней поиграть, но у них ничего не получится. Они будут играть там в какую-нибудь Пенюмбру, в какой-нибудь Outlast, и у них всегда будет каждую секунду скример вылезать. Просто одни скримеры. И все. Даже в игре Cat Mario у них будет скример вылезать. Хотя там никаких скримеров, но для врагов скримеры найдутся в каждой игре. Там будет скримеры телекомпании ВИД. И не только. Может быть еще какой-нибудь SCP-450 и всякое так далее. Еще там будет DS-100. Как раз да. SPC-450, реально. Надо все-таки попробовать что-то по этому ролику снять. 12 JPEG. В общем, вот такая мышка для врагов. Уже и в кастомных рекламах вулгарных взломов вспоминаются крипи контент. А если для друзей, если друзья ее купят, то... Ох, что там будет круто все. Кстати, у нее такой провод длинный, обалдеть. У них даже в самой страшной игре ни одного скримера не вылезет. Представляете? Вот это особенность. Это для тех, кто не любит хоррор, но хочет поиграть. Ни одного скримера. Нормально. То есть вы можете на халяву пройти игру полностью. Даже самую страшную. Шедевр. И вот такая вот мышка. Еще для врагов там будет всего лишь один DPI. У них там будет эта мышка так лагать, блин, и все такое. А для друзей там 100 тысяч DPI будет. Вот такая вот крутая мышка. Стоит такая мышка... Это представьте, с какой скоростью курсор летать будет по монитору. 2 ценника Дай бог, чтобы вон границу не пробило. у нее есть. 1 рубль, это для друзей. И 20 триллионов долларов. Это для врагов. Шикарный В общем, ценник. вот такая вот мышка. Надеюсь, что друзья ее купят, и она будет им помогать. Особенно она им будет помогать проходить Bloodbath в Geometry Dash. И всякие Bloodlust там и так далее. Ну, эти уровни, да, там заставят попотеть. Титан Channel, тебе привет. Даже топ-1 демон хоть. В общем, думаю, вы меня поняли. Если друзьям мышка это не понравится, они ее могут выкинуть в помойку и так далее. В общем,
И может там ее об стену или вообще с ноги. В общем, вы все поняли. Ну и вот такая вот мышка. Эта мышка, конечно же, спонсирована компанией ООО Evolar. Куда же без этого? О, И точно. она называется... Как вы думаете? Да, я думаю, вы догадываться там не надо. Я думаю, вы сами все поняли. Я даже название не буду называть. И, в общем, вот такая мышка. Надеюсь, Действительно. вам она Мы понравится. догадались. Надеюсь, для Geometry Dash вы ее прикупите. Хотя, не обязательно. Для других можно игр. Например, Outlast. Для Max Payne там. Ну, в общем, вот такая вот мышка. Красотка. Ну что же, по традиции в конце будет сами знаете что, а потом будем прощаться. Ну, погнали подводить небольшой итог. И, кстати, я уверен, что вот эта часть ролика точно затянется. Даже ролик сам, наверное, большой получится. Но многие, кстати, зрители, подписчики любят ролики большие. Я и то умудрялся по 4 часа стримить. На игровом канале моем даже есть 2 стрима по 4 часа. Что уж там говорить. Говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации. Все Кстати, одна из предыдущих реакций как раз самая длинная на канале получилась. Около 2 часов и 13 минут. телевещательные станции и кабельные системы должны передавать это экстренное оповещение. Интересно, а вот эта реакция, интересно, перебьет рекорд? Если она перебьет, я только в шоке буду. Эта телестанция прервала обычное вещание по приказу от президента России для оповещения. Используй службу Ну что же, надеюсь, вам все понравилось. Скоро снова встретимся. Ваш добрый хакер. Мне очень все понравилось. Прям очень. Старые добрые помехи. Вот прям старые добрые. И легендарная настроечная таблица без черного прямоугольника. Под этим же роликом. Ну что ж, друзья, вот и все. Подошел к концу этот взлом. Я хочу сказать про него следующее. То, что он мне понравился прям. Я получил незабываемое удовольствие от его просмотра. И интересный сейчас факт я вам скажу. Сейчас запись ролика подходит к концу, но она длится 1 час. Это абсолютно еще один новый рекорд у меня в ОБС. Я снимаю ролик в течение 1 часа. Это же просто побитие рекорда, можно сказать. По итогу я могу сказать то, что этот взлом мне прям очень понравился. Я и благодарю Славу Мухина за его создание. Слава Мухин... Ой, извиняюсь, я неправильно произнес. Слава Мухин, желаю тебе удачи в создании взломов дальше. И, естественно, Ярославу тоже удачи. Мы, кстати, вот сейчас перейдем к его взлому. Мы будем и его взлом смотреть. Он тоже недавно новый взлом выпустил. Вот, правда, Слава выпускал этот взлом недели 2 назад. А Ярослав прям совсем недавно. Но, тем не менее, сути это не меняет. Взлом получает от меня лично 10 плюс. Но это оценка такая. Ну, как в Одноклассниках была. Но, в общем, 10 из 10. Теперь мы с вами переходим к следующему взлому, но уже от другого коллеги-блогера и моего друга, Хазгеймплея 190. Погнали. А теперь мы переходим к следующему взлому телеканала. Следующий взлом это мини-взлом телеканала Nickelodeon ко дню рождения автора от 12 ноября 2023 года. В скобках угар. И если в скобках указано, что это угар, то взлом получится, естественно, угарным. Это проверено временем. 11 минут и 10 секунд угарного контента нас с вами ждет. Берите с собой чай, печенье, бутерброды, вафельки, пирог, чипсы, колу, вот все, что хотите. И погнали. Будет очень интересно. Ну что ж, поехали. Ну, понеслась. Погнали. О, это же, кстати, реакция с моего канала. То есть, это реакция, одна из самых предыдущих реакций. Я ее записывал на телефоне. Это по факту была последняя реакция, которую я снимаю на телефоне.
И да, Nickelodeon это канал тоже моего детства. Я смотрел там достаточно немало мультфильмов. Из них самые мои любимые были это 3. Топ-3. Это «Приключения Джимми Нейтрона», «Мальчика-гения», «Эй, Арнольд». И, конечно же, всеми, наверное, любимый и самый известный мультфильм во всем мире это «Губка Боб. Квадратные штаны». «Спанч Боб Скверпенс». Вот. Кто живет на дне океана? «Спанч Боб Скверпенс». Погнали. Аж никелодеонское детство у меня в голове. О, кстати, здесь светлые волосы Пегги, да. И еще вижу в ногах. Я пока ностальгии ролик назвать не могу, так как он вышел очень давно. Господи, я аж бокал что-то поставить не смог. Ладно. Вот, и я прям не буду сейчас говорить, что это ностальгия по моему ролику, но потому что ролик вышел недавно. Прям вышел недавно, но воспоминания у меня о нем, естественно, есть. Реально, я даже удивлялся, что у меня на смартфоне прям четко получалось снимать ролики. Я был в шоке тогда. Но это было за кадром. Даже, кстати, звук взлома передавался немножко по-другому, сами понимаете. Те самые легендарные помехи. И вот она, настройочная таблица. Ура, черный прямоугольник, вот он. Он на место вернулся, все нормально, ребята. И, кстати, вот он логотип Nickelodeon. Это официальный логотип. Ну что же, приветствую, мой дорогой друг. Я Привет, привет. снова взломал телеканал Nickelodeon. Хочу тебе сказать Красивый, кстати, эффект. Прям красивый, мне аж понравился он. то, что 12 ноября у автора этого взлома исполняется 15 лет. Да. О, кстати, это же по факту юбилей 15 лет. По факту это юбилей. Поэтому я с огромной радостью и с огромным уважением, с огромным удовольствием я поздравляю автора данного взлома с наступающим 15-летием. И в личном день рождения я пришлю поздравления. Ой, извиняюсь. Возможно, я еще попробую сделать видео поздравления. Я не исключаю, что я попробую сделать видео поздравления, как-нибудь его сделаю. Вот так. И этот взлом я посвящаю своему день рождения. В общем, оно выйдет 4 ноября. Я постараюсь. Ну, а так у меня день рождения 12 Да, это, кстати, один из самых свежих взломов сейчас, если что. Он вышел вчера, ребята. Вышел вчера. С меня вот была реакция. Слава, если что... Просто так получилось, что только спустя 2 недели я сделал реакцию на твой взлом. Не переживай, это никак не меняет сути моего настроения. Вообще никак. Тем более я ждал подходящего момента. ноября. Ну что ж, присаживайся поудобнее и погнали. Начинаем, ребята. Погнали! Естественно, старая добрая настроечная таблица... Простите, пожалуйста. Ожидание сообщения правительства. Та самая табличка, которую сделал один пользователь Ютуба еще в далеком 2013 году. Артем, видите, снова перепутал настроечную таблицу с ожиданием сообщения правительства. Артем заново флешбэкнул в этот момент. Ну, бывает. Говорит служба экстренного оповещения Российской Федерации. Все телевещательные станции и кабельные системы должны передавать это экстренное оповещение. Эта телестанция прервала обычное вещание по приказу от президента России для оповещения. Используй службу экстренного оповещения. Далее, конечно же, рекламы. Вот, кстати, этот эффект, который вот был сейчас, с музыкой, он мне аж это понравился. Это даже небольшая прикольная подача, можно сказать. Ну, типа переход. Мой, кстати, переход вы и так прекрасно знаете. Ну, я имею в виду, в своих взломах переход у меня особенный, кстати, используется. Если, кстати, хотите вы видеть мои взломы, то переходите по ссылке в описании на мой лайв-канал. Ну и не забывайте про мой игровой канал, там тоже скоро будет выходить крутой контент с компьютерными играми. Ссылки на Play и лайв-каналы в описании под роликом. Присоединяйтесь, подписывайтесь, буду благодарен. Дина, смотри, какая полянка! Начинаем с легендарной растишки. Это, кстати, уже стало классикой. Лена, там много ягод! Бежим! Даже в 2 предыдущих реакциях мы всегда рекламный блок начинался с растишки. Вот всегда. Ну, может быть, не всегда, но тем не менее в основном.
Ягоды. А у меня есть волшебная дудочка. Малина. Черника. Ячевица. Земляника. Давайте готовить растишку. Кстати, если вдруг заметите лишние черные поля, то это никак не влияет на контент. Если такое соотношение сторон, то лишние черные полосы это не прям сильно критично. Ничего. Это если вдруг вопрос по поводу почему, не полностью квадратное видео заполнило поле. Вот. Я поэтому имею в виду. Попробуйте. Вот, кстати, на Nickelodeon тоже был в РФ, и он тоже в своей версии показывал эту рекламу. Но это реклама из 2000-х, потому. Как вкусно! А можно еще? Нет, маленькая жирная жопа. Боярышник Форте. Шикарно. Nickelodeon. Я на этот логотип смотрю, и прям мне хочется вернуться в 2008 год, как я вот его тоже смотрел. Вот прям хочется. Эвалар – надежный друг Легендарная реклама далее подъехала про боярышник Форте Эвалар. вашего сердца. Усиленный калием и магнием, он надолго сохранит здоровье вашего сердца. Боярышник Форте от компании Эвалар. Реклама, кстати, была 2008 года. Там было внизу указан какой год. Ну и, конечно же, легенда сейчас у нас на экране. Новый миф. Морозная свежесть. Зимой и летом мечтают об этом. Ну как вам? Ну как вам попытка спародировать рекламу? В Сыктывкаре открылся новый магазин Панда. У меня, конечно, очень маленькая зарплата, но я все равно пойду туда и куплю себе апельсины, бананы, абрикосы, кокосы, лимоны, яблоки, виноград. Все это в магазине Панда. 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 Это слово в голове уже сидит давным-давно. Панда. 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 Я, насколько помню, эта реклама приобрела свою такую известность не только благодаря тому, что Слава и Ярослав ее вставляют в собственные взломы, а еще благодаря взлому СТС в Сыктывкаре. По-моему, благодаря этому взлому, эта реклама и стала широко популярна. Но вообще, эта реклама еще задолго до этого взлома была мемной. Была. И популярна, кстати, тоже. Панда. Но это не отменяет статуса легенды. Панда. Мне хочется вернуться в детство. Логотип Nickelodeon. Далее что? Что? О! Серьезно? Вы это сейчас серьезно было? Меня зарекордили сейчас? Да ладно. Ярослав, благодарю. Благодарю. Если вы тоже зарекроллены, то я вас поздравляю. Это круто, потому что. Красота. Погнали. Пега. Хочу обратить внимание, телевизор не работает. Увы. А я думал, там помехи будут. Ну ладно. И меня всегда мучил один вопрос. А что там было в канистре? Мне интересно. Это тот самый случай, когда ты хочешь закинуть кастрюлю в плиту, а не положить ее в плиту. Бум! Поджигаем торт таким способом. Бум! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все вышло из-под контроля. Ой-ой-ой. Опа!
Бэг, а как ты умудрился так это сделать? Я не понимаю немного. Смотри, не попади ни в кого. Прорываемся, прорываемся. Ставим на 30 минут. Какая красота! Вот это красота! Это можно сказать у-ля-ля! Ну какая красота, ребят! Ну это прям красота красотой! У-ля-ля. Неожиданно было! Далее необычные кастом рекламы. Необычные? Окей. Итак, сегодня у нас на повестке дня Ого! Ничего себе! кастом рекламы и необычная. И сегодня мы с вами продаем вот такое вот замечательное, никому не нахрен не нужное болото. Это да, это Хочу верно сказать, сказано. что это болото, оно особое. Если вы в него запрыгнете, да, то у вас пропадет абсолютно все болезни. Если вы там болели, например, там, ну не знаю, СПИДом, может, болели там, то если вы прыгнете в это озеро, то оно всегда вас во всем вылечит. Вот такой. Это можно назвать лечебное озеро. Или лечебное болото, смотря как все-таки правильно. Вот озеро, ну или болото, ну или это вообще радиация. Хрен его знает, нет. Вроде это озеро. Не, в радиацию не надо. Если это радиация, то не надо. Это вообще опасно для здоровья. Радиации. Нет, это не озеро, это болото такое. Да, В общем, это болото. Продается вот такое вот болото всего лишь за 0,001 миллион тетраборат натрия в глицерине. Это самая шикарная валюта. Доставки не будет у нас. Вы Правильно, зачем? Зачем ты? Как ты доставишь болото? Как? должны сами сюда приехать и забрать это вот болото. Вот именно. А как вы заберете, это уже вам решать. Правильно? Ну а кредит будет 1 тетраборат натрия за одну миллисекунду. Короче, если вы приедете через 10 минут, то вам надо 10 тетраборатов натрия в глицерине, я так понимаю, да? Продается вот такая вот параша. Всем спасибо за внимание, всем пока-пока, приезжайте. Обязательно Какая сегодня приедем. хорошая погодка. И сегодня у нас... Да, видно, очень красивая, хорошая осенняя погода. Ну, уже, правда, конец осени, но и скоро, кстати, наступит зима. Мы продаем сами водку. Да, вот такую вот бутылочку водки. Ну, если что, это ни в коем случае не призыв к алкоголю. Ни в коем случае. Это просто, скажем так, пародийная шутка. Ну, это я говорю для тех, кто может якобы об этом подумать. Просто я предупредил на всякий случай. Нет, вы не подумайте, это, блядь, на самом деле, это на самом деле обычная вода, просто я так выразился, водка. На самом деле, это обычная вода. Вот, видите? Да, она, хочу сказать, то, что вы хотя бы, вот смотрите, если вы сами будете эту воду пить, мои друзья будут пить воду, то у них будет настроение, здоровье на высоте. Мои друзья никогда не будут болеть. Ну а если вы дадите этот напиток попробовать врагам, то они чем-нибудь заболеют. Они заболеют и потом сдохнут к чертям собачьим. Водка, ну или пивас, хрен его знает. Нет, ну вроде бы это радиация, да, это вроде бутылка с радиацией. Вот, но эта радиация, она лечебная. Как я уже говорил, у вас будет хорошее настроение. Ого, даже такая радиация уже появилась. Ничего себе. Для моих друзей. Для моих друзей это будет отличное настроение, ну а для врагов оно будет супер-мега хреновое. И мои враги будут всегда болеть. Болеть и сдохнут. Вот. Ну и ваши враги тоже. Ну что ж, покупайте вот такую вот залупу. Итак, сегодня реклама вонючего говноселя, жопоселя, залупоселя, сраноселя, Это хорошее начало, хорошее. Даже не знаю, что сегодняшнее
продать. Ну, давайте продадим вот такое вот замечательное... Нет, не болото, а Оно уже было. вот такие вот замечательные дома, ну или гаражи. Хочу сказать то, что эти дома, в них живут бандиты, самые опасные члены группировок, я не знаю, что сказать, группировок, короче, мафии, там всякие, там мафиози живут, там живет главный герой игры «Мафия», там мафиози живут, это вообще самые преступные дома во всем мире. Смотря какой, кстати, мафии главный герой. Если первый, то это Томас Ардеана. Я надеюсь, правильно произнес фамилию. А если это Мафия 2, то это Вита Скалета. До сих пор их помню. Вот прям до сих пор. В памяти сидят прочнее. Ну да, кстати, вот утки плавают. Ну и пошли они нахрен. В общем, продаются вот такие вот замечательные дома. Ну или это вообще параша какая-то, ну или это вообще бараки какие-то. Ну или это роскошные особняки, в которых 100 да это вообще красота. 100 миллионов комнат. Хочу сказать то, что для друзей, если вы зайдете, да, для друзей там будет очень приятный запах, там будет все очень красивое. Ну а для врагов, если они зайдут в этот дом, в эти дома, имею в виду, вот, то для них будет вонять говном, там будет вонять диким говном, навозом, ну и также там будет... Там, скорее всего, специальный антисептик есть. О, не антисептик, а этот, как он называется? Освежитель там воздуха специальный есть. То есть, если видно, что это враг, то он автоматически пускает противоположный воздух. А вот если это друг, то автоматически приятный воздух. Нормально, что я могу сказать. Ремонт за 0,001 копейка. И то фальшивая. Так, покупайте вот такие вот бараки, ну или особняки. Всем спасибо за рекламу, всем пока-пока. До новых встреч. У нас реклама на... Вроде бы реклама на карусели, да. Ну, нет, на помидоре. Или на рыбе, ну или вообще не на... Нет, ну вроде это не на качели, но это вроде на... Нет, это не на карусели, это вроде на турнике, ну или... Это хороший канал был бы. Качели, ну или на... Не знаю, либо на горке, хрен его знает. Что сегодня мы с вами продаем? Сегодня мы с вами продаем... Вот, продаем мы с вами баскетбольную залупу. Если вы можете играть в баскетбол, правда, здесь только одни ворота, но ничего страшного, с одними поиграть. Да, кстати, это ворота. Это шикарные ворота. Пользуйтесь. Достаточно будет. Ну что ж, сегодня хочу сказать то, что если вы будете играть в баскетбол вот именно на этом футбольном... Просто, знаете, хочу сказать то, что в этом в этом баскетбольном поле играли самые лучшие баскетболисты мира. Они всегда здесь выигрывали. Это здесь происходили мировые евроматчи. Точно. Евро, ну и вообще во всем мире происходили здесь матчи по баскетболу. Это мировое баскетбольное поле, вот такое вот. С одним баскетбольной хренью. Ну, в общем, хочу сказать, если вы будете здесь играть в баскетбол со своими друзьями, то... Сейчас. То вы всегда будете выигрывать. И вы будете всегда забивать голы не со второй, не с третьей, а именно с первой попытки. Ну, а если вы будете здесь играть со своими врагами, то... Они будут всегда сливать, и они очень в крайних случаях они будут забивать голы не с первой, не со второй, а именно... не с первой, не со второй, не с третьей, а именно с 100-й попытки. Вот, враги будут забивать голы в волейболе. Ну что ж, продается. Всем пока-пока. Ну что ж, надеюсь, тебе понравился этот мини-взлом, я над ним постарался. И... Ты всегда стараешься над своими взломами, наш добрый хакер. И также, если вы хотите, то вы можете меня заранее поздравить в комментариях под этим взломом с днем рождения. Напоминаю, день рождения у меня будет 12 ноября, но я решил выпустить его намного раньше, чем планировалось. Ну что ж, всем спасибо за просмотр, с вами я был ваш любимый хакер, всем пока-пока. До новых встреч! Так, настроечная таблица. Так, ожидания сообщения правительства не будет. И, ребята, на этом все. Закончился этот взлом. Я хочу сказать по итогу, что мне очень сильно понравился. Ярослав, большое спасибо за его создание. И если сейчас подводить уже итог этой реакции, то оба взлома были просто шикарные. Это были шедевры, которые заслуживают быть
на моем канале. Я с великой радостью буду делать реакцию на них дальше. И в заключение я скажу следующее. Эти взломы – шедевр. Вот так вот я и опишу итог этого видео. Ну что ж, на этой чудесной и классной ноте каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь эти видео в других социальных сетях. Не забывайте также подписываться на мои лайв-канал и плей-канал. Ссылки на них в описании под видео. Также в описании под видео есть ссылки на мои другие социальные сети. Telegram, Discord, Steam и ВКонтакте. Ссылки тоже в описании. Там же в описании под роликом есть ссылки на Donation Alert, Donatipay или Donat.stram для поддержки автора или если вам не жалко поддержать автора хотя бы 1 копеечкой. Ссылки в описании под роликом. На этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание.